Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я проведу экскурсию в наш мини-червячник, который находится у нас в подвале. Это наш экспериментальный червячник. Там мы проводим эксперименты над кормом, над развитием, над размножением червя. Проходим. Вот. Как вы можете видеть, червячник, то есть наш подвал, не такой большой, как хотелось бы. Он всего лишь порядка 10 квадратных метров, но для экспериментов нам этого достаточно. Основной червячник у нас находится на гектаре земли, где мы будем производить биогумус и червя для рыбалки. Так сказать, безотходное производство. Здесь у нас экспертная ферма старателя находится, да, в ящичке. Сюда мы отводили порядка 200 полузрелых червей для размножения и эксперименты над новым кормом. Эксперимент проходит удачно. Червь размножается, червь живет. Мертвого червя мы здесь не наблюдали. То есть все достаточно позитивно. Там у нас находится наверху, где подсветка включена, бурт верхний. Сюда мы сегодня будем переселять червя. Внизу у нас находятся два наших стартовых бурта. Здесь мы будем, отсюда мы будем переселять червя наверх. Сейчас поподробнее немножко расскажу. С этих буртов мы начинали, когда приобрели червя. Сейчас немножко дальше пройдем, посмотрим. Это наш первый бурт. Сейчас посмотрим червячка здесь, так сказать. Вон он, родной, сидит, кушает, нравится ему тут. Температуру в бурту непосредственно в земле мы поддерживаем, в субстрате, извините, мы поддерживаем 24 градуса. Непосредственно везде внутри субстрата температура 24 градуса. Это мы проверяем обычными почвенными термометрами. Температура в помещении у нас держится порядка 27 градусов. Подобную температуру мы достигли с помощью небольшого обогревателя, который работает на поддержку, как термостат. Это наш второй бурт. Наш второй золотой бурт. Почему золотой? Потому что самый экспериментальный. Здесь мы проверяли разные корма, разные добавки в корма. Все проходит достаточно успешно. Старатель очень вкусно ко всему приедается. Так сказать, нападает. Здесь мы тоже сейчас посмотрим червячка нашего. Вот он сидит, родной. Кушает. Также вы здесь, наверное, можете видеть белых клещей навозных. Это подуры. От них никуда не денешься. Очень они такие, заразы, приживаются быстро. И, так сказать, живут в этой фауне. Малечек у нас. Взрослый полнозрелый червячок с поясочками уже есть. В этот бурт мы сегодня будем его заполнять. Где-то процентов, наверное, на 30 мы сюда насыпем навоза вперемешку с сеном. Прольем это все сладкой водичкой с сахаром, чтобы червячок у нас прижился. И будем уже иметь 3 бурта. По количеству червя у нас в данный момент, здесь в этом бурту порядка 20-30 его, то есть точно посчитать его не получается. Как вы видите, бурт достаточно большой, и перебирать его руками слишком проблемная затея. В этом бурту у нас наш стартовый ящик, да, в котором мы приобретали червячка, то есть его в базовом субстрате он еще был. И вот этот ящик мы сегодня будем переселять наверх, чтобы там у нас червячок жил, размножался. Здесь мы также сделаем подстилочку с соломой, перемешаем вот эту небольшую кучку соломы и оставим все здесь, дав также сладкой воды.
Также у нас есть еще небольшие маленькие ящички, куда мы, то есть, складываем коконы, которые на поверхности находятся. Коконы достаточно удачно вылупляются. В среднем в коконе приходилось наблюдать 3-5 малька. Вот. Малек красненький, розовенький, достаточно активный. Вот. Многие червеводы, которые начинают заниматься вермитехнологиями, путают малька с гриндалем. Гриндаль — это белый червь, который также присутствует на озере. Вот. Но от него избавиться тоже достаточно проблемно. Приходится придумывать всякие разные технологии, которые позволяют его вывести. Но об этом мы немножко позже расскажем. Спасибо за внимание.